Всем привет! Мысль о создании этого ролика родилась после того, как я купил себе вот эту вот хрень. Вот эту магнитную массу. Покупал сварочный аппарат, и мне продавец впарил вот эту хрень. Ну, взял да взял. Вот только варить ей невозможно. Вроде как магнитит, все хорошо. Нормально, не оторвать, ну. Но магнитит она вот этой плоскостью. То есть. А здесь самый контакт, который прикручивается к кабелю, он гуляет, как хочет. То есть при примагничивании его кабель натягивает, и он становится боком. Я попробовал варить, выгорает сразу. И задумал, короче, себе сделать другую массу. Пошел на YouTube, посмотрел, потому что думаю, я ж не самый умный, поэтому надо посмотреть, может там их уже полно, этих роликов. Зашел, посмотрел, да, действительно полно. Но полно, честно сказать, не ахти роликов. Потому что основная масса населения делает магнитные массы из динамиков. Даже не снимая шайбы, вот просто прикручивают, просверливают отверстие и прикручивают. Ну, короче, хрень полная, скажем так. Подумал и решил сделать с неодимого магнита. И вот она теперь моя масса. Потому что я задался целью сделать как можно меньше. То есть можно было бы эту прикрутить, доделать. Я ее, в общем-то, доделывал. Я вместо вот этого вот этой вот хрени, этого контакта, его убирал, оставил болт с шайбами. То есть болт ставится, ну, вот так, шайбы проваливаются, и они не дают ему болтаться. Ну и к тому же и затягивал намертво. И получалось, что масса уже идет полностью отсюда. То есть, ну, тут полный контакт. И масса идет отсюда. Ну, все равно, она большая. Как я считаю, просто я хотел делать ее не отдельно, а на прищепку. Вот так, как эту сделал. И если бы здесь на прищепке сейчас торчала бы такая вот хреновина, короче, не алло. Вот, и задался целью сделать как можно меньше, ну и в то же время мощную. И получилась вот такая штука. Магнитит она хорошо, держит крепко. Я покажу в дальнейшем полностью ее сборки, то есть, скажем так, заглянем в будущее. Я-то снял, как ее делал, поэтому вы увидите полностью от и до, как она сделана, из чего состоит, как собрать и так далее. Внутри неодимовые магниты, сразу говорю. Ну и зато она держит. Вот. А потом в конце, после сборки, попробую поварить, попробую подключить. Да, надо еще не забыть вот здесь болт обрезать. Забыл, собрал и забыл обрезать. Сейчас обрежу болт и это. И в конце видео поварю. И во время сварки, ну, электрод сожгу, например, во время сварки подключу сюда мультиметр с термопарой и посмотрю, как он будет греться. Ну, масса как будет греться. Будет ли она вообще нагреваться. Все, поехал к магнитной массы, которую вы уже видели. И, наверное, видели уже, что она работает. А я об этом еще не знаю, потому что я еще не собрал ее. И просто сейчас расскажу, что для этого нужно. То есть она вот в разобранном виде, пока я ее не собрал. Итак, для этого нам нужно неодимовые магниты. Это два штуки, два магнита с жесткого диска. А вот видно. Поломанные пополам и залитые в эпоксидку. Ну, в эпоксидку залитые они у меня, потому что я с них раньше делал магнитную стойку, чтобы отключался магнит. И теперь у меня пригодится в другое дело. Для массы. То есть можно, конечно, взять два магнита с диска друг с другом, слепить их. Но тогда вот, как я заметил, то есть чем толще вот это вот, ну, вот это вот место, расстояние, тем лучше магнитится потом масса. То есть я уже пробовал такую разобранную. И получается, ну, короче, нам надо будет вот так сделать. Вот таких две пластины. Сейчас магнит магнитится вот этой стороной и вот этой больше всего. То есть вот сюда, например, он магнитится, но я легко отрываю. А вот сюда уже он магнитится крепко. То есть его оторвать уже сложно.
Вот. И на этом и основан весь этот фокус. Магнетизм, то есть масса наша. Магнит, между ними вот так две пластины. И вот это вот будет у нас контактная сторона. Сейчас я покажу. Например, на ноже. Опа. Вот оно будет, где у нас магнитится. Видите, как он магнитит? То есть эта сторона уже магнитит плохо. Так, отзоры вот эти вот без пластинок железных магнитили, они уже стали магнитить плохо при прилипании этих пластин. А теперь все магнитное поле перешло вот сюда. Сюда. То есть я потом, когда соберу, просто выберу сторону одну, какая у меня будет работать как магнит, а остальные просто счешу. Ну и так как это полуфабрикат, понятно, что это все нужно закрепить будет. Поэтому так. Дальше у нас будет вот так устроено. Магнит. И на этот магнит одевается алюминиевая такая вставка, кольцо. Ну, чтобы вровень было ровно с магнитом. Делается это для того, чтобы, ну, во-первых, масса наша была крепкой, то есть не разболталась, магниты не разбились, чтобы сюда не налипал, ну, всякая всячина, всякая стружка, опилки и так далее. Вот. И скреплено это будет также не магнитным материалом, а алюминиевой проволокой. То есть просверлил отверстие на 3, потому что проволока 2,8. Все это проденется в отверстие и заклепается. И здесь еще в середине, вот здесь я в середине сделаю отверстие, приварю шпильку. Для того, чтобы прикрутить к массе. Так, только вот это вот обязательно кольцо нужно не магнитное. То есть алюминий, медь, бронза, ну то, что не магнитится. Вот, потому что при соединении этих пластин, вот так вот, да, вот так оно у меня будет работать. Вот сейчас оно работает, все нормально, он магнитит. Вот, но если здесь, вот я даже пробовал специально, хотя знал это, но попробовал, вместо проволоки вставлял просто гвозди. И сразу эффект магнитный. Ну, короче, от него процентов 30 только остается от этого эффекта. Короче, нужно, чтобы между этими двумя пластинами не было ничего железного. Чтобы не магнитилось. Вот, в общем-то, и все устройство. Сейчас я соберу, заклепаю, сделаю шпильку сюда. Постараюсь поаккуратнее. Дальше посмотрим, как она будет работать, и поварю с ней, попробую. Заварил я, короче, шпильку. Сделал с потайчиком. Короче, обварилась и не выглядывает ничего, все нормально. Должна держаться. Ну и все, по большому счету масса готова. Остается заклепать. Выбрать сторону, какая у меня будет рабочая, например, одна вот эта. А здесь все это дело скруглить. Чем я сейчас отточил я грани. Теперь остается только лишь собрать всю эту конструкцию с магнитом внутри. Грани эти, конечно, можно было бы и оставлять. То есть получилось бы у нас 3 стороны, которые магнитятся хорошо. Но я все-таки стремлюсь сделать покомпактнее. Так, чтобы эта масса была, добавка на массу, незаметная и не мешала в работе, когда работаешь прищепкой. Поэтому я обточил и оставил только вот эти вот грани. Рабочие будут. Ну вот почти все. Масса закончена. Остается ее только прикрутить до прищепки. Между прочим, у нее после обточки все равно остались 3 рабочих стороны. То есть вот этой стороной работает, вот этой и вот этой. Ну здесь похуже, понятно. Плоскости нет. И все. Такая вот масса. Я думаю, прищепка, вернее тяжесть кабеля, не сорвет ее с железки. Для инвертора самый раз, я думаю. Ну а теперь закрепляю на прищепку. И вы ее увидите в том виде, в котором уже видели в начале видео. И попробую поварить, как она себя покажет, будет ли греться.
Ну вот, масса готова. Установил термопару, изолентой примотал, видите, выпирает. То есть полностью весь датчик вокруг алюминиевой втулки обмотан. На тестер подсоединено все это. Масса. Так, а ну-ка посмотрите, видите, она не касается стола. То есть сама прищепка. Только на той массе, на магните держится и все. Электрод будет тройка, ток 100 ампер. Все, устанавливаю камеру и варю при вас. Первый раз я испытываю эту камеру говорю, эту массу начинаю. Все, постараюсь спалить весь электрод. Все, электрод сгорел. Опа. Ну вот, температура массы поднялась на 2 градуса максимум. За целый спаленный электрод на 2 градуса. То есть должно это все работать как положено. Так, мультиметр как раз потух вовремя. Но это потому, что я долго, скорее всего, долго его не трогал. Да, все работает. Просто он отключился, автоматика отключила его. Так, ну и все, наверное. Поэтому на этой такой ноте я заканчиваю свое видео. Думаю, кому-то это оно было полезно. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Постараюсь вас еще чему-нибудь, ну не научить, но показать, что умею сам. Всем удачи!